Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим об одежде, поговорим о том, какую одежду не стоит носить, надевать, покупать, иначе вы привлекаете безденежье, проблемы со здоровьем. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет очень много полезной, важной и нужной для вас информации. Прямо сейчас в комментариях напишите: я ношу прекрасную одежду, и пусть Вселенная действительно вам поможет и откроет дорогу к тем благам, которые для вас важны и нужны. Не забывайте ставить лайк, а мы начинаем. Одежда напрямую связана с биополем человека. Она защищает, оберегает его от воздействия любого внешнего негатива. Если удачно подобрать свою одежду, которую мы с вами надеваем ежедневно, то она может привлечь успех в делах, улучшить финансовое положение и сделать человека счастливее, чем он есть на данном жизненном этапе, без особого труда. Это касается одежды новой, либо той, что находится в хорошем состоянии и не вызывает у вас грустные мысли и печаль. А надев ее, вы не ощущаете дискомфорт. Ведь старые рваные вещи способны притягивать в жизнь их владельца сплошной негатив, дискомфорт, неприятные события и грустные этапы. Итак, давайте разберемся в том, какой вред способна причинить человеку такая одежда и почему ей не место в вашем доме. Многие женщины обладают желанием ремонтировать и зашивать что-либо из одежды, когда на ней появляются какие-либо изъяны, и готовы не избавляться даже от той, на которой не стоит тратить время. Но это можно объяснить, что данная вещь настолько дорога сердцу, что не поднимается рука взять и просто ее выбросить. Что все время находятся какие-то оправдания, а может быть и такое, что человек настолько экономен, что считает, что отремонтировать, зашить, перешить проще и дешевле, чем купить что-либо из новой одежды. Какие бы ни были мотивы, они не оправдывают человека в сложившейся ситуации и уж точно не приносят ему ничего хорошего, кроме проблем и печалей. Ведь энергетика таких вещей отравляет настоящую жизнь, так как в такой одежде нарушается целостность энергии. Вместо положительной энергии вещь наполняется негативом. Вещь с дырками обладает способностью оказывать негативное влияние на биополе человека, ослабевая его. Если на вещи появляется дырка, то это означает, что в энергетической защите человека появляется отверстие, и такая вещь перестает защищать своего владельца от внешнего зла. Это касается и старых вещей, так как их защитная функция с годами теряется. Дырки на одежде – это к безденежью. Такая одежда притягивает в жизнь человека нищету, а также способствует потере жизненной энергии. Наши предки тщательно следили за своей одеждой, за ее целостностью. Они боялись неудач в своей жизни и старались всячески их избегать. Удачно подобранный наряд поспособствует успеху в делах и в начинаниях, поможет улучшить материально-финансовое благополучие, наделит вас счастьем и здоровьем, поможет справиться с тревогами и проблемами. Однако вещи, которые состарились, порвались, наоборот, способны притянуть негативные энергии, причинив тем самым иногда даже непоправимый вред. Вы в новом красивом платье, в костюме можете чувствовать себя обворожительной, но это и иллюзорное впечатление, так как энергии порванных, зашитых колготок, которые будут под этим платьем, либо же нижнего белья, будут оказывать влияние уже на энергию красоты, здоровья, поглощая их и заменяя на негатив, влияя неблагоприятно на ваше биополе. Даже новые модные джинсы, которые предпочитают носить в настоящее время, на которых имеются дырки, могут быть прямой причиной ваших неудач. Надев такие джинсы, вы, конечно, будете чувствовать себя уверенно в своем окружении, но человек более зрелого возраста нахмурится, увидев вас. Вы спросите, почему? А здесь все просто. Так получается потому, что если предпочитать надеваться так, отдавая предпочтение вещам с дырками, вы привлечете в свою жизнь неприятности, а бедность будет шагать за вами по пятам.
Люди старшего поколения это знают, поэтому к таким вещам относятся очень скептически. Необходимо менять свое отношение к одежде, ведь существует очень старая примета: дырка на одежде влечет за собой проблемы со здоровьем у ее владельца. Но не только это, возникнут и проблемы в финансовом плане. Во все времена рваная одежда была признаком бедности, а обеспеченные и успешные люди со стабильным финансовым положением всегда носили новую и целую одежду, а в рваной ходили когда-то, да и сейчас ходят только люди с нестабильным финансовым положением и с денежными потерями. Через дыры в одежде вас покидает успех, благополучие, привлекательность, везение и другие положительные энергии, так как они не любят дыры. Те, кто, отдавая дань моде, носят рваные джинсы, футболки, не веря в то, что их может постигнуть несчастье, поступают опрометчиво. На подсознании человек с сильной энергетикой ощущает негативную реакцию на такую одежду, поэтому она не всем нравится, и многие ее стараются обходить стороной. Это заложено в нас временем. Такая реакция мозга на дыры защищает человека от проблем. Но если человек к этому не прислушивается, он может попасть и в неприятные ситуации. Поэтому, если сказать об дырявой одежде другими словами, то, надев ее, вы обретаете себя уже на неудаче. Поэтому будьте с этим предельно осторожны. Никакая мода не может быть причиной вашего невезения. Говорить об одежде, которую вы штопали, зашивали, пытаясь придать ей нормальный вид, и говорить не стоит. Конечно, дырку на ней вы бесспорно постарались сделать невидимой, но на энергетическом уровне она все равно никуда не делась. Энергетика такой вещи повреждена, и вместо того, чтобы вас оберегать, защищать, она будет притягивать в вашу жизнь темный негатив. Чего доброго, и темные сущности притянутся в короткий промежуток времени такой одеждой. Начнут оказывать влияние на ваше биополе, круто меняя вашу жизнь не в лучшую сторону. Ну а чтобы избежать неудач, которые могут притянуть к вам старые рваные вещи, постарайтесь поскорее от них избавиться. Особенно это касается предметов одежды, которые надеваются прямо на тело. Носить такие вещи категорически запрещается. Между такой вещью и вашим биополем не будет целостности. Вместо оберегать, она будет разрушать его, притягивая ненужные энергии. Предметы же верхней одежды можете отнести в ремонт. Если же вы сами рукодельница, то постарайтесь вещи принести в порядок. Но не стоит ее носить, разорвав с ней энергетическую связь, отдайте ее тому, кто нуждается. Таким образом вы притянете в свою жизнь что-то новое, стабильное, убрав из нее негативные события. Перед тем, как расстаться с вещью, разложите ее на белом полотенце, возьмите соль с крупными кристаллами, посыпьте на эту вещь и при этом скажите такие слова: «Соль энергетическую связь с вещью разрывает, она больше не моя, влияния на себя не ощущаю, новой вещью заменю и успехом, благополучием, стабильностью свою жизнь наполню». Так она должна пролежать 7 минут, после чего вещь спокойно уносите из дома, и вы не будете ощущать действие ее энергетики на себе. Соль смойте под проточной водой, полотенце сразу же простирайте. Не обошли народные приметы стороной и одежду. С самыми основными из них мы с вами познакомимся, так как многие из них способны нас уберечь или обратить наше внимание на то, что способно причинить вред. Эти приметы укажут и на то, как с помощью одежды привлечь в свою жизнь позитивные моменты. Может с каждым случиться непредвиденная ситуация, когда что-то из любимых вещей порвалось. Это вполне нормальное явление, так как вещь носили долго, ткань износилась и порвалась. Но бывает, что это случается неожиданно и с новой вещью, так как для этого нет никакой наглядной причины. Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, ведь она непростая, и воспринимать ее нужно как предупреждение. Если порвалась блуза или разошелся шов на юбке, на брюках и так далее, это может произойти абсолютно с любой вещью. Обязательно обратите на это внимание, так как скоро вашу жизнь наполнят мелкие неприятности, которые могут перерасти в крупные. Если вы слышите треск рвущейся одежды, это говорит о том, что вы совершили какую-то серьезную глупость или необдуманный поступок. А если рвутся нитки на одежде на швах, то это может служить предупреждением, что возникнут проблемы, которые будут связаны со здоровьем. Чтобы нейтрализовать
Действие народной приметы: приколите на свою одежду булавку, но обязательно головкой низ и предварительно ее заговорив. Для этого купите новую булавку, выберите день, прислушавшись уже к своей интуиции. Принеся домой, подержите ее несколько минут под проточной водой, проговорив при этом 3 раза такие слова: булавка обережную силу приобретает, негативу ко мне дорогу перекрывает, он не будет на мою жизнь никак влиять и проблемами ее наполнять. Если у вас в карманах образовались дырки, это очень плохо, потому что это плохая народная примета, которая предупреждает вас о крупных денежных потерях. Поэтому сразу же зашейте их, и чем быстрее дайте нуждающемуся человеку милостыню, так вы сможете минимизировать эту примету. Если у вас оторвалась любая молния, это укажет вам на то, что стоит внимательнее присмотреться к своему окружению, так как в нем есть человек, который не ценит вас, который подыскивает подходящий момент, чтобы навредить вам или предать вас. Если отлетела пуговица, это укажет на то, что скоро вы станете предметом для сплетен, поэтому наберитесь терпения, мудрости и ни в коем случае на это не реагируйте, чтобы не позволить тем, кто это затеет, добиться желаемого результата, унизить вас, расстроить и разбить ваше биополе. Если моль проела дырку на одежде, то прекратятся близкие отношения. Если она попортит одеяло, плед, это к изменам. Если от одежды оторвалось какое-то украшение, фурнитура, это укажет на то, что вас ожидают хлопоты. Если можно починить, значит вы с ними быстро справитесь. Если же нет, значит они затянутся на неопределенный период. Если оторвалась кнопка, это укажет на то, что вам нужно пересмотреть свои принципы и взгляды. Вы направляете потоки энергии не в правильное для себя русло. Если вы надели одежду на изнанку, ждите неприятностей, поэтому настройтесь и будьте к ним готовы, чтобы не растеряться, когда это произойдет, и начать действовать. Если вы что-то из своих вещей, из верхней одежды, например, рубашку, платье, пиджак, свитер, надели на изнанку, то это укажет на то, что вы в данный момент рассеяны, а значит невнимательны, что может стать причиной неурядиц, ошибок, неприятностей, а также и о том, что это указывает на вас влияние со стороны, поэтому ваши мысли путаются. Если вы желаете, чтобы проблемы, беды, недопонимания ушли из вашей жизни, обязательно выстирайте свою одежду, которую вы чаще всего надеваете наизнанку. Таким образом, все плохое уйдет из вашей жизни. Не стоит на себе ничего зашивать. Сможете зашить свою память, потерять свою мудрость, и в самый ответственный момент вы забудете что-то важное, а следовательно, начатые дела не заладятся. Поэтому лучше переодеться, надеть одежду без изъянов, тогда не о чем будет переживать. Но, конечно же, бывают случаи, когда одежда повредилась вне дома, и вы должны это исправить. В таком случае возьмите темную нитку в рот, при этом трижды скажите такие слова: обстоятельства заставляют так сделать меня, но это действие на меня никак не повлияет, мою жизнь в худшую сторону не поменяет, а будет только светлая энергия меня окружать, изобилием, и благодать меня окружать. Использовать этот простой совет вы сможете избежать всего плохого, что могли привлечь. Если в самую неподходящую минуту пошли стрелки на колготах, не расстраивайтесь. Народная примета очень хорошая. Новость вас обрадует, и чем дороже колготы, тем приятнее будет событие. Если вы надеваете что-то из одежды в первый раз, не забудьте загадать желание. Обновка принесет удачу, а желание обязательно сбудется. У вас все будет получаться самым наилучшим образом. Если собираетесь на важную встречу и вам нужно, чтобы результат был положительным, наденьте что-либо из вещей наизнанку, которые будут внешне невидимы. Например, носок, белье или что-то из вещей. Так вы привлечете удачное решение вопросов. К тому же сможете обезопасить себя от порчи из глаза. Если вы надели одежду в спешке задом наперед, знайте, это благоприятная народная примета. В этот день вас ожидает удача в любой жизненной сфере, и можете смело браться за какие-то дела, которые давно планировали. Если вы надели платье, юбку, это к приятному знакомству, рубаху, блузу к продвижению по карьерной лестнице, прибавление к зарплате и другие благоприятные денежные поступления. А если надели
Итак, свитер, кофту, кардиган, то счастливые моменты наполнят вашу жизнь в скором будущем. А вот надеть шапку, так укажет на то, что возле вас есть неискренний человек. Никогда не покупайте новую вещь, потратив на нее все деньги. То есть, чтобы кошелек остался пустым. Недостаток в деньгах будет ощущаться до тех пор, пока эта вещь будет у вас. Мало того, надевая ее, вы будете притягивать в свою жизнь еще и неприятности. Если в кошельке остается определенная сумма денег, то проблем с деньгами не будет, а вещь будет наполнять жизнь приятными эмоциями и привлекать только светлые энергии. Помните о том, что как вы относитесь к своей одежде, так будут к вам относиться и люди из вашего окружения. Носить вещи нужно с достоинством, уважением, независимо от ее стоимости. Нужно обязательно следить за состоянием одежды и за ее чистотой, так как одежда – это ваш образ, ваша визитка. Она формирует у людей мнение о вас. Ведь все знают пословицу, что человека встречают по одежке. То, как человек выглядит, может сыграть большую роль при приеме на работу, в личных отношениях, а также при общении с окружающими людьми. Ведь одежда о многом говорит, как о самом человеке, так и о его образе жизни. С ее помощью он может привлекать потоки сильных энергий, если научится использовать ее себе во благо и отгонять все плохое, уберегаясь от негативных посылов. Поэтому не ленитесь, пожалуйста, друзья, и изучайте те знания, которые вам в этом помогут. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите: одежда, пусть вселенная приумножит это все в вашей жизни. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.